you free your mind. Видите, как красиво, а, ребят? Вы просто посмотрите, наслаждайтесь, друзья. Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. С этой шапкой у меня всегда клюет. Думаете, это будет правда, и это подтвердится? Будет клевать или нет? Волк! Волк! Знакомьтесь, это волк! Давай, со всеми поздравляем! С первого взгляда вижу сразу же, что палаток на льду очень много. Вот такое вот прекрасное солнце на меня светит, и я очень красиво, наверное, получаюсь в кадре. Особенно в синей шапке. Сейчас пойду еще надену красивый костюм. А может тебя сразу с собой брать, а, друган? Фимой щебоку, Фимой щебоку, Фимой щебоку, вот так вот, ну так, вот так вот я начешу. Да, жерлиц прям в лес. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. О, нифига себе. Я смотрю, что кто-то стоит на русле, кто-то стоит просто на таких пятнах, как на приямках. Вот. Я иду ближе к руслу и буду искать с него выход. Смотрите, тут чьи-то старые лунки. Видите? Мы здесь останавливались. Мы, конечно, прямо здесь остановиться не будем. Здесь печку топили. А вот здесь, вот, кстати, непонятно, что это такое, промоено или нет. Как будто раздуло, видите? Я нашла довольно интересное место. Получается, идет русло. Глубины на нем достигают 10-9 метров. И резкий подъем. Прям целая стена на 7,5 на 7 метров. И я приняла решение встать на глубине 7,5 метров. Сейчас надо хоть чуть-чуть, чтобы луночки подмерзли. Где-то мое все. А где мое все, Рамс? Одна упаковочка. Давайте вот столько. Хватит? Хватит. Опа, 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 опа. В этот раз, ребят, становлюсь не там, где рыбу увидела, становлюсь туда, где посчитала, что рельеф интересный. Беру кормушку и иду кормиться. Давайте сейчас по одной в каждую. Потом посмотрим, сколько останется. Воздух запустила туда. Поехали, поехали, поехали. Где-то сантиметров 30-40 над дном и открываю. Здесь 3 лунки, это для того, чтобы шугой присыпать жерлицу, чтобы не улетело. Ветер сильный. Так, и пошел, дружище. Пошел, мой добрый друг. Красота, все, ребят. Первую установила, и, как видите, сильный ветер довольно. Поэтому мы что делаем? Сильный ветер. Мы забрасываем шугой. Это все дело. Шуга.
прошло, наверное, минут 7, и сразу нагрелась палатка. На улице пошел дождь. Рыбку показывает. Пока только шевеленки, клевать пока не хочет. Сколько уже прошло? Наверное, часа полтора после того, как вот закормилась, не установилась. Может быть, даже меньше. Читаю чатики всякие. Видите ли, некоторых рыбаков не устраивает, что моя собака лает. В чатике гораздо что-то написать, а по факту я сижу прям на льду. В чем проблема ко мне подойти, если вас что-то не устраивает? И сказать мне это в лицо. Идет дядя какой-нибудь вкусненький. Вкусненький. Будешь его пробовать. Я хочу накрутить на свою удочку 15 метров лески. Мне надо знать, сколько оборотов я сделаю для того, чтобы накрутить 1 метр лески на свою удочку. Для этого я оттянула приблизительно метр лески. И сейчас считаю, сколько оборотов составляет 1 метр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь вы 11 умножаете на 15 и делаете столько накрутов, сколько нужно для этого сделать. Ха! Леска намотана, хлыстик надела. Мне больше нравится, ребят, с хлыстиком, потому что можно увидеть, если что, поклевку, если не прям возле лунки стоишь, или вдруг там перенадеть, помормышить. Не всегда по 10 удочек, я же не спортсмен с собой возить, я переодеваю все обычно, переодеваю эти все дела. И теперь надо поставить какой-нибудь маленький поплавочек сюда. Пока сейчас жду, рыба подойдет, там типа клевать, начнет все дела. Ну, просто убираюсь в своем ящике, складываю все по местам, чтобы все было аккуратненько, грузики пособирала. Смотрю, что у меня тут есть. Поплавок, мормышечка. Сейчас буду пробовать на мормышку. Надела 2 мотылей кольцом. Нахожу глубину, видите. Мормышка кажется маленькая, когда на нее смотришь. Начинаешь опускать под воду, так нормально он утекает туда. Черненькая, с 2 бисеринками, там оранжевого цвета, и это, и с таким как золотистым глазком, типа кобры. Я не знаю, как они называются, эти штуки. Первая поклевка. Я надеюсь, я дотяну на мормышку рыбу. Кто там у нас? Ого, это окунь. Это окунь, которого, кстати, можно поставить на живца. Беспредел. Это рыбе беспредел. Ого. Нормально, вон даже видно, как рыба поднялась. Но не подлещик, нет. Может, ёж? Что еще? Не, окунь. Еще один окунь. Опа. Окуняшка. Station rolling on slow. Windows open, you are basking in bluegrass rainbow. Опять, ребят, что-то не крупное, с той же самой луночки. Я думаю, что это снова окуняша, судя по тому, какое сопротивление оказывает.
Не, ребята, вот она. Батошка вот такая вот. Угу. Интересно, я оборвала крючок? Нет, не оборвала. Раз. И два. Угу. Это судак. Вот это судак. Да? Это ж не окунь. Это что за морда такая, а? Ну это судак. Здоровый такой. Он офигел? Вот на вновь сделанную удочку что-то проклюнулось сейчас. Сейчас посмотрим. На парочку мотылей. Резкая поклевочка. О, какая хорошая плотвичка. Отлично. Такая плотва. Рыбка. Сейчас посмотрим, кто. Будем надеяться. Да, плотва вообще хорошая, ребят. Вот это плотва. Вот это плотка. Плоточка хорошая, конечно. Огонь, конечно. Ё-моё. Ё-моё. Живец клюнул, гляньте. Да у меня живец такой, ребят. Это побольше, и я думаю, что нужно по такой же схеме взять и груза все спустить и на крайне левой удочке. Может быть, тогда что-то расклюется. Это у нас вот как раз тот красавчик, который потерял камеру. Ну, такого, да, ты не поставишь. Да. И вон он кусанный, между прочим. Еще отметить. Ты говоришь, его нельзя поставить на живца. Можно? Крючок, да, вопросов не выдержит. Взяла. И все горошины, я их опустила все вниз. Вниз, одну к одной, чтобы они не болтались и не пугали мне рыбу. Вот сюда. Есть еще одна рыбешка. Но что-то поменьше, явно меньше, чем то, что было. Ой, хороший подлещик. На живца тоже пойдет. Этот малыш. Видите, уделку я тоже вот сейчас так вот спускаю вниз все эти грузики. И посмотрим, клюнет ли здесь с такой оснасточкой. Опа, есть, ребята. Здесь нет. Здесь сейчас вот. Посмотрим, кто там у нас. Решила сразу одновременно успеть подсечь все. Еще один окунь, ребят. Эхолот показывает, вот, что на дне идет движение и в середине воды, но сейчас ничего не клюет. Я уже несколько раз перенаживилась. Периодически вот играю. Там что-то, наверное, окунь. Наверное, это уже окунь. Пытается, что-то бьет сильно. В центральной лунке я вот посмотрела. Все уходит вокруг. Все ходит вокруг основного кормового этого пятна. Есть какая-то рыбка. Сейчас посмотрим, какая. Окунь, наверное. Как вы думаете? Да, окунь. Я думала, либо окунь, либо подлещик. И это оказался окунь. Ну, судя по поклевке, это сразу было очевидно понять. Он не церемонится, дергает так, что бешеный. Перенаживилась. И сейчас снова туда-обратно отправляю. Кто-то сидит, ну нормально. И я даже поклевки не вижу.
А что это за дела такие? О, ёрш. Ё-моё, какой маленький, а? Все, рыба вообще ушла. Нету рыбы, нету, рыба не роет, ничего. Все. Я хочу на вторую поплавочную удочку, которая крайняя справа, поставить тоже пучковязом, только не пучок мотыля, а пучок лиманника вот этого вот красивого. Готовить сегодня буду макароны и поджарку. Поэтому для этого буду использовать сейчас и печку, где буду разогревать воду и пытаться отварить макароны, и плиту. Когда я использую плиту, я в обязательном порядке открываю окна, и практически все открываю, может быть, даже, возможно, двери. Все будет зависеть от того, как сейчас тут начнет становиться мало воздуха, потому что воздух реально палится, и нужно быть очень осторожным. Вообще такими штуками обогреваться нельзя, поэтому нужно обязательно открывать вентиляционные вот эти вот окна. It's easy now to see you. With your hand out on me, I can feel it holding at the corner, so that I could not forget. Holding at the corner, so that I could not forget. Перемешаем. Наш сырок, он весь расплавится. Обожаю макароны. Обожаю поджарку. Все гениальное просто. И не надо ничего выготавливать. Оно же просто офигенно вкусно. Макарошки. Ночью сейчас почти 4 дам. Одну кормушку корма с лиманом и сверху в нее, точнее вниз, так вот нарежу его. Доброе утро, народ! Ну что, 7 часов утра, я перезабросилась. У меня было закормлено одной кормушкой в 4 часа утра. Я думаю, что корм внизу есть. Я сейчас даже это проверю подводной камерой. Ну и что могу вам сказать? Ничего не клюнуло. И слава богу, что палатка не полетела никуда на юга, а осталась в Беларусь. Ставлю на день маленький крючок. Ставлю 0,9 поводочек. Надеваю 2 мотылька, и у меня получается вот такая вот штука. У меня огружено, ребят, неправильно, я знаю. Ну, а что ты сделаешь? Вот такой страшный человек. Ёрш, наверное. Что-то не крупное.
совсем ёрш. Видишь, сразу видно по поведению, что это ёрш. Ну, больше похоже, наверное, на ерша какого-то, чем на какую-то благородную, так сказать, рыбу. Не подлещик, видите, на маленький совсем крючочек взялся. Блин, ну это пипец. Посмотрите, какой крючок. Совсем малютка. О! Что побольше даже. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Может, это окунь или плотва хорошая. Ну такое. Сейчас посмотрим. О, окунь. Здоровый. Привет, рука. Здравствуйте. Дурень, блин. Не даст мне рыбу половить, да? With your arms sweeping the sky, yeah. It was then I had a knowing. Ерша там у меня хватает, окуня тоже. А мне нужен подлещик и плотва, поэтому вот так. Парочку штучек сюда, сюда. И давайте сюда. Ребят, если сейчас будет на большего размера вот этот вот крючочек поклевывать, лучше поставлю везде такой. Вот такой вот подлещик у меня клюнул. Тоже показывает эхолот, ребят, такое что-то хорошенькое. Наверное, окунь. Хороший. Это конь просто. Это просто конь. Обалдеть. Ну согласитесь, это конь. О, какой красавец. Вы знаете, какие они вкусные сушеные? Поклевывает, ребят, на подходах. На основном вот этом вот кормовом пятне, там, где лежит больше всего корма, поклевок нет. Не было ни на поплавок, ни на мормышки. Причем я сейчас меняю мормышки, потому что я ищу какой-то рабочий вариант. Со дна, не важно. Поклевки есть вот на такой вот маленький крючок совсем. То окунь, то плотвичка, то подлещик, что-то залетает. О, подлещичек идет еще один хорошенький. Опа. Есть. Есть еще один, ребят. Красота идет, красота, красота, красота. Ой-ой-ой-ой. Опа. Так, ребят, у меня в палатке распределено место. Здесь стул можно убрать. Вообще все что угодно поставить. 2 раскладушки стоит. Сюда можно за людьми сходить. Бляха, как будто рыба была. Прикиньте. Надо проверить.
как будто подсажена была, понимаете? Держала во рту, а я... Что-то давит? Непонятно что. Не вижу. Офигеть. Офигеть. Вот это плотка. Вот это плотка. Вот это плотвичка. О. Прикиньте, ребят. Смотрите, какая красота. Немножко распогодилось, появилось солнышко. Вот такая вот красотища. Только-только решила сделать новый поводок. И вдруг поклевочка вот такого вот маленького красавчика. Как видите, размер из-за того, что я поставила большой пучок, абсолютно не увеличился. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, наверное, плотва. Судя по сопротивлению, может быть плотва. Балдею, балдею, балдеж. Нет. Подлещичек. Опа. Красавец какой, посмотрите. Вот такой красавчик. Кому болит спина от того, что долго сидишь в палатке, ставьте лайк, друзья. Ой-ой-ой, кто-то там такой интересный. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть. Офигеть. Совсем, ребят, что-то маленькое выложила вверх. О, подлещик. Классическая поклевка. Только они вверх выкладывают. Оп. Так, есть какая-то рыбина. Ну, сначала... Ой-ой-ой-ой, плотва, что ли, ребят? Нет, подлещик. Кто там, кто там, кто там идет? Кто там? Ой, красота моя. Ой, моя красота. Ой, моя красота. О. Еще один батончик, который непонятно чем капает на самом деле. Ну, не нашим кормом как будто, или что это? Ноль 0,8 лесочка, ребят, специально поставила. Ой, ой, окунек, окунек, окунек. Смотрите, какой красивый. Ой. Кто там у нас? Интересно, кто там? О, красавчик. Вот красавчик. Вот красавчик. Опа. Красавец. Давайте я вам покажу, как изменилась погода. Какое яркое солнышко, да? По сравнению с ночным этим ураганом. Пойдемте покажу, сколько рыбки мне удалось нацедить в глухозимье. Выхожу вот на такой вот залив интересный. И сейчас собираюсь недалеко от камыша. Буду ставить жерлички. Здесь глубины нет. Здесь глубины нет. Сейчас покажу, какая здесь глубина. А, нормальная глубина, ребят. Раз, два, три. 3 подкрутика. И у нас живчик будет вот на такой вот дистанции стоять. А что нет? Давайте пробовать. Кто сказал, что так нельзя? Подлещик у нас самый худой, крючок у меня здесь маленький. Попробуем на под леща поймать что-нибудь. Опа. Оп.
Давай, друган, плыви. Давай, 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 давай. Кто нам запрещает поставить такой плотву? Кто нам запретит? Никто нам не запретит такую поставить. О, красота. Пошла. Окунь. Пошел. Увидела вот этот вот камышовый остров. Оказалось, там вообще практически нет глубины. Я от него чуть-чуть отступила. И вот сюда сейчас 5 жерличек. А потом себе под балансир на бурю. Беру свою балансирную удилку. Так. 4. И попробуем побалансирить. Может, какой-нибудь поймаю. Кто знает, кто знает. Сработка, ребят, у меня там сработка. Сработочка. Первой. Блин, там выступка. Не крутит, сработка произошла недавно. Вот. Может быть, просто живец крупный оказался. И сработал. Сейчас посмотрим. Красиво стоит. Губу надо сразу закатать. Я что-то сомневаюсь, что в таком месте. Ну, конечно, нифига не раскрутила. Нифига не раскрутила. Думаю, что-то крутит. Крутит. Есть, ребят, есть. Есть. Еще щуку поймала. Нифига себе. На подлещика. Нифига себе. На подлещика, ребята. Вот она, на подлещика. Красавица. Элейская красотка. На подлещика. О, видали, какого в рот засунула? О, видали? То она решила заглотить вообще такого огромного живца. Посмотрите. О, какой живец. Смотрите. Лицо порезала, чешую содрала. Все, живец нифига уже не дрыгается. Вообще. Вот такая вот интересная рыбалка с работы над ошибками сегодня получилась. Я думаю, что сегодня клевала лучше, чем в прошлый раз. Мне удалось выработать хоть какую-то систему в поклевках рыбы, и я могла продолжать ее ловить с выбранного места, но я сейчас хочу передвинуться в Камыш и попробовать половить там. Если я ничего не поймаю, всем ни хвоста, ни чешуи, всем пока.